Всем привет, ребята, с вами Летеха, вот и вышел патч 9.05, а значит сегодня будем разбираться, как же быстро одеться в 220 гир уже сегодня, и это реально будет быстрый гайд, не надо будет там тянуть на протяжении месяца, как у нас это было в начале контента. Я думаю, что все одевание где-то может занять в пределах 24 часов игрового времени. Это 24 часа играть, соответственно, ты можете растянуть на месяц, можете на неделю, как вам в принципе удобно, и этого будет достаточно. Поехали смотреть, что у нас там по одеванию. Ну что, вы только что создали персонажа, докачали его до максимального 60 уровня, выбрали Ковентанта, не обязательно проходили цепочку, просто стоите где-нибудь в Орибасе, ищите вот такого вот брунозавра, который бегает здесь по центральному кругу или возле почтовых ящиков, или отправляетесь в столицу фракции, и вам нужен аукцион. Мы не будем сейчас разбирать баешные предметы, потому что они довольно дорогие, и, возможно, у вас на них нет денег. Но я вам сделаю что-нибудь, расскажу про них в любом случае, как они вам могут помочь, и какие из них стоит покупать. В данный момент нам нужны только крафтовые вещи, которые даются профессиями. Они будут просто больше итем-левела, чем ваши, и они вам помогут. Здесь ставим в уровнях фильтр 168 и левел, и дальше мы выбираем тип брони, который нам нужен. В данный момент я играю на охотнике на демонов, и у меня есть кожа. Я выбираю кожу, и я здесь могу купить себе 168 по левелу предметы, всякие, практически, ну, все, которые у меня есть. Единственное, что здесь не будет оружия, здесь не будет аксессуаров и не будет колец. Это уже отдельные вкладки аукциона. Мы заходим как раз в доспехи разные. Допустим, шея у нас есть 168, да, у нас есть 168 шея. Уже с сокетом можете сразу его вставить. Также здесь есть кольца, но единственное, что обратите внимание на кольца, они бы должны быть разные кольца, иначе вы их не оденете. В одинаковое кольцо не можете купить, так что покупайте одно, допустим, к универсальности, да, второе к искусности или к скорости. Это все зависит от того, каким классом вы играете, какие вам статы больше нужны. По пушкам у нас есть небольшие проблемы. Оружия самодельного почему-то в игре разработчики нам решили не добавлять. В данный момент мне нужны как раз таки боевые клинки. Они стоят 128 тысяч голды. И я считаю, что это нереальная цена. Типа 190 левел давать, который вы переденете в ближайшее время, не стоит. Мы сейчас расскажу подробнее, где это оружие можно будет взять более дешевым способом. В общем, мы сделали себе такой вот небольшой билд, одели себе 168 левел, и вам уже можно с этим левелом начинать ходить в нулевки. Что вам для этого нужно? Вы открываете поиск подземелий, заранее собранные группы, подземелья, поиск группы, и здесь будет искать такие вот группы, типа плюс 0. Вот они 0, тут нужен танк, соответственно, если у вас есть танковская или хилищая специализация, то вам будет намного проще. Вы подписываетесь в нулевку, у вас с большой вероятностью сюда возьмут даже в 170 гире, потому что там мало конкуренции, и люди уже практически по нулевкам не ходят, уже все, ну, середина контента, уже все оделись, так что, ребят, делайте. Если вы вдруг нулевок нету, то вы можете спокойно собрать сами подземелья, нажимаете «Собрать группу», выбираете подземелье, которое вам нужно, да, допустим, вы хотите пойти чумные каскады, вы там на этой неделе еще не были. Эпохальные подземелья можно проходить только раз в неделю. Вы нажимаете эпохальное подземелье, пишите какое-нибудь название, что это 0 плюс, типа 0, да, и нажимаете «Объявить группу», «Объявить о наборе», и все, вам сюда, соответственно, люди будут подписываться в чумные каскады, да, и придется подождать. Ну, если у вас есть там друзья или сагильдийцы, то можете спокойно с сагильдийцами побегать тоже по подземельям. Вам нужно пройти только одно такое подземелье. Дальше, ребята, нам нужно оружие, хотя бы 168 оружие, и это тоже можно сделать соло и не надеяться на рандом. У нас есть такой классный торговец, называется он поставщик Закул, и у него есть здесь пушки, есть 158 левела, которые можно в дальнейшем улучшать. Они продаются за очки чести. Где эти очки чести зарабатывать? Самое простое, что это можно сделать, это, соответственно, в PvP. Да, может быть, той PvP не любит, но это самый быстрый способ получить стартовый гир какой-то. Вы заходите в рейтинговый быстрый матч и нажимаете случайно поле боя. Я не советовал бы ходить на эпические, они более долгие, да, там, конечно, больше фармится чести, но при этом вы можете с большей вероятностью потратить больше времени и проиграть ТБГ, и получите меньше чести. Так что вступайте в случайное поле боя, каким удобно для вас с пеком, и, соответственно, бегайте по БК. Я думаю, там 3-4 БГ пробегать, и вы как раз заберете себе нужные вам пушки, с них вытащите. Отлично оделись, мы уже прошли одно эпохальное подземелье, прошли там пару-тройку БГ, у нас есть стартовый гир, забыл, кстати, вам рассказать еще. Триня у нас одна, это будет в разные аксессуар, и вот здесь мы выбираем колоду новолуния, которая вам нужна. Соответственно, ну, для ДДшника, для хила и для РДДшника они все разные, и для танка, соответственно. Вот.
Также, ребята, очень важно сходить в Торгаст. В Торгаст ходить мы будем в любом гире. Если вы одели 170 гир, то вам уже в Торгаст можно ходить на этой неделе. Обязательно, если вы создали чаров, то на первой неделе вам нужно сбегать в Торгаст. Насчет Винари, утробы самой, можете ее не фармить. В принципе, ничего такого критичного оттуда нету. Сейчас даже некоторые сокеты, которые вам проводники душ падают, они начали добавляться с рейда в текущем обновлении. Так что, в Винаре остались только возможность фармить сокеты на ваших пушках, на всяких разных предметах, типа на кольцах, на запястьях и так далее. И фармите стигнию, если вам нужно, это в дальнейшем она вам пригодится, конечно. Но утроба не так важна для одевания, как рассказывают многие. Мы прибегаем в Торгаст, и вам здесь нужно, соответственно, Мартригар или Верхний Ярус на текущей неделе, ходить в те активности, где падает, соответственно, у нас пепел душ. Смотрите внимательно, обратите внимательно, у вас, допустим, будет в данный момент 170 гир, когда вы придете в Торгаст, да, потому что у вас там будет пушка уже после БГ, у вас будет какой-то гир одетый, и вам нужно будет выбирать максимальный уровень. Сразу Торгаста 8. Рекомендуемый уровень снаряжения 195, как вы видите, сейчас на него написано. Если у вас есть танковская или хиловская специализация, то вы можете спокойно идти сразу в 8. Максимально с 8 уровня вам дадут сразу 570 пепла душ. Соответственно, вы пройдете 2 яруса, и вам уже дадут 1000 как раз таки этого пепла. Что вам, если вдруг нету танковской специализации, или вы себе не уверены, то можете ходить, допустим, 160, 6 уровень или 5 уровень яруса этого. Единственный момент для вас, как я, допустим, сейчас прохожу на своих мейнах или на одетых твинках, я просто, сломя голову, пробегаю просто до ласта этажа, убиваю его сразу и все, больше, прохожу следующий этаж, да, ничего не собираю. Если вы пойдете в таком лоу-гире, то вам нужно будет проходить, соответственно, по каждому, зачищать весь этаж полностью, собирать все силы аниме, только тогда вы сможете убить и ласт-босса, и у вас не доставит проблем. Также, ребята, у вас, возможно, если будут проблемы с прохождением, вы также можете найти заранее собранные группы, поиск группы, тут также куча разных групп, впятером, я думаю, будет пройти намного проще, чем в то же самое соло проходить этот Торгаст. После того, как мы прошли Торгаст 2 раза, нам нужна первая легендарка. Что мы делаем? Во-первых, нужна сама легендарка, где же ее взять, само это воспоминание? Воспоминания у нас написаны вот здесь вот. Мы заходим в вкладку «Путеводитель по приключениям», «Способности», и здесь выбираем, какую легендарку вы хотите получить. Открываем путеводитель по приключениям, выбираем вкладку «Способности» и смотрим, какая легендарка вам нужна. Какая вам легендарка не нужна, она зависит от каждого класса, каждой специализации, так что я думаю, вы должны сами знать, какая легендарка вам нужна. Здесь, допустим, если у вас ее нету, если она есть, она у вас подсвечена будет. Если у вас ее нету, то смотрим, где она продается. Допустим, или выбивается. Допустим, темнейший час легендарка покупается у того же Закула, и стоит она, допустим, 1500 очков чести. Вы ее можете сбегать, купить, или Эхо на Анару дается там за почтение. В общем, легендарки везде будет написано, где она выпадает, и вы можете в этот контент сходить и ее сделать. Допустим, если она с рейда падает, то вы можете сходить хоть в ЛФР, в рейд через поиск подземелий, допустим, через поиск рейда, да, выбираете, какой вам босс нужен, в Визгуне, допустим, да, то же самое, и нажимаете на эти группы, и идете непосредственно на этого босса и выбиваете нужную себе легендарку. После этого мы идем обратно к аукциону, и нам купить нужно заготовку для легендарки, хотя бы начальную уровня 190, потому что сама легендарка очень хорошо апает именно ваш ДПС. Или выживаемость, или хил, все зависит от того, в каком спеке, еще раз говорю, вы играете. Приходите вы к аукциону, и вам нужно здесь вырезание рун. Обязательно обратите внимание, на каждой легендарке написано, куда она крафтится, на какой именно слот в вашей одежде. Допустим, мастер Залиха у меня крафтится вырезание рун, ноги или запястья. Что мы делаем? Мы открываем наш аукцион, вырезание рун, и здесь нам нужно как раз таки кольчужные, кожаные вырезания рун. И нам нужны запястья, да? Мы выбираем запястья, это наручи наши.
И стоит она будет, легендарка, 190 левела, а на 190 левела у вас только хватит пепла души 6900 голды. 7000 голды это не так уж и много, так что обязательно ее покупайте, она вам апнет ДПС. Следующая лего, которая у нас будет, это уже будет 235. Обратите на это внимание, что все последующие шаги 210, 225 вы можете пропустить. И вы будете дальше крафтить себе сразу 235 легендарку. Что мы делаем? Соответственно, нам кроме этой легендарки еще нужны две депеши. Называется она просто депеша, в поиске вводите депеша, и вам нужно выбирать, купить две депеши, которые относятся к вашим статам. Одинаково покупать нельзя, вы выбираете или крит, допустим, или ту же самую искусность. Ну, в зависимости от того, какие статы более вам полезнее. Я, допустим, кривик на своего ДХ танка крафтил бы скорость и универсальность, потому что это бейс статы для меня, и с легендаркой, с такими статами мне бы очень хорошо зашла. После этого мы возвращаемся обратно в Таргаст и идем к резчику рун. Вернулись мы как раз-таки в нашу утробу, возвращаемся в Таргаст. Резчик рун находится у нас как раз-таки в Таргасте, чуть правее от того, где вы ходили фармить этот пепел души. И мы подходим вот сюда. Разговариваем с нашим резчиком, если вдруг он у вас там не активен, у него будет парочка квестов, это можно тоже сделать, тогда он будет активен, там он про депеши спросит как раз таки вас, ну, в принципе, все обучение проведет. И нажимаем «Я хочу изготовить легендарный предмет» и выбираем, какие легендарные предметы у вас есть. У меня в данный момент ничего нету, ни одной заготовки. Вот здесь выбирается заготовка, здесь выбирается то, что на эту заготовку нанести, как раз таки ваша легендарка. Здесь выбирается две депеши и нажимаете «Создать». На первую легендарку вам нужно будет 1250 пепла души. Скорее всего, на первой неделе у вас это сделать не получится. Поэтому, если вы начали играть не с начала недели, скажем, во вторник, то в среду пробегаете еще один любой этаж кварта Таргаста, получаете недостающий пепел и уже делаете себе правильную легендарку на ваш слот. Таким образом, мы уже зарядились, чтобы у нас был и какой-то гир. Это будут синие вещи. И также у нас еще будет легендарный предмет от 190 левела, который вам тоже апнет и левел. После этого нужно уже заниматься контентом для одевания. Это такая была небольшая предисловие, небольшая подготовка. И дальше я, кстати, немножко внесу понятие баешек, что такое баешки, для чего они нужны и вообще куда их можно покупать. И, ребятки, пожалуйста, не кидайтесь тапками, кому-то эта информация, возможно, будет полезна. Они довольно дорогие, если у вас есть там запасы рублей или голды, то можете спокойно купить. Голду можно купить в официальном магазине вообще беспроблемно. Вы заходите в магазин, заходите здесь жетон Варкрафта, купите за 1400 рублей 190 тысяч голды. Также на аукционе этот жетон потом продаете, и все, у вас на почту приходит 190 тысяч голды, и можете за эти деньги покупать себе как раз-таки баешные предметы, которые высокого и левела. И, ребята, фанпей, ссылочка на него есть в описании, также там можно купить голду просто чуть дешевле, но, естественно, не безопаснее, чем в официальном магазине. Ладно, давайте, я много уже вам рассказал, давайте по доспехам. В доспехе у нас продаются кожаные, их там немного таких вот легендарных предметов. Выбираем здесь уровень 220 и левел пишем. И вам здесь можно купить как раз таки ботинки и напульсник. Причем ботинки стоят у нас 94 тысячи голды, а напульсник у нас стоит 144 тысячи голды. Можно купить 213 левел, они тоже вам бустанут, они стоят гораздо дешевле. Ну и есть самые простые 200 левела, это из нормала по 17-18 тысяч. Но я бы считал, во-первых, смотрел, какие статы вам дают эти предметы. Допустим, мне скорость, универсальность, ботинки, они прям бис. И я их не переодену. И выше 226 и левела не падает просто в Варкрафте. Ну, в текущем контенте не падает шмотка. И мне не жалко было бы потратить на них 144 тысячи голды, как я, наверное, и сделал. Хотя нет, почему-то и не сделал. Ладно, в общем... Если вам нужно, это такие два предмета, они вам апнут хорошо и левел, можете их купить. По пушкам, еще раз говорю, 190 левел, пушки покупать уже не стоит, потому что сейчас не начало контента, вы их быстро очень переоденете. С тех же самых ключей падают уже немножко другие левелы выше. Ладно, о баешках поговорили, давайте начнем процесса одевания. Есть у нас три источника как раз таки добычи, которые у нас есть. И начнем мы с самого простого, это рейды. Сейчас я вам расскажу, что вы делаете. Вы, как мы уже обсуждали этот момент, вы заходите в поиск подземелья, поиск рейда, и здесь мы ставим галочки на все три сложности, да, там и найти группу, и вас регает в ЛФР. Вам сама система подберет группу для вас, и вы попадете в этот рейд. С рейда падать уже будет 194 левел, и также с ластов будет падать 197 левел, если вы последний там ставите поиск подземелья, когда Дина требуете убивать генералов и так далее. Вот с ней будет падать 197 левел.
Эти шмотки, ничего с ними апать нельзя, но зато они вас приоденут. Чтобы попасть в ЛФР, в систему поиска рейда, у вас общий уровень предметов должен быть 170. Если вдруг у вас этого предмета нету, то вы можете пройти пару подземелий, случайно подземелье героическое, тут нужен 158 левел, тогда, так как мы купили все шмотки заряженные, 168 можете нормалы пропустить, и можете спокойно здесь побегать и получить тоже шмотки из героических подземелий, так тем самым тоже повысив свой левел, чтобы попасть в рейд. Вы проходите рейды, все три, вы можете это делать в процессе прокачки, пока, допустим, вы стали в поиск и спокойно бегаете, делаете квестики, выполняете цепочку ковенанта. Вам ее тоже желательно сделать, когда ковенанта вы выбрали, у вас там будет цепочка, по ней также будет даваться больше предметов, и эти предметы тоже можно будет апать до 197 и левела за счет аниме. Все эти апы происходят у этого торговца, также есть в торговце в ковенанте, и также есть в анклаве, здесь торговец стоит за сорг. У этого торговца можно апать любые предметы, которые получаются в Shadowlands, как за PvP, так и за PvE контент. Сейчас я покажу, как система этого интерфейса работает. Подбегаем мы в энклав, подходим к этому закулу нашему торговцу, вернее, за Дашу, вот они. И да, перетаскиваем себе сюда любую шмотку, которую можно проапать. Допустим, вот эта PvP-шная, я ее не могу, потому что ранг не получил выше. А вот, допустим, PvE-шную я могу. Стоит она будет 300 аниме, но вам нужно завершить 9 главу кампании, чтобы ее проапать. Аниме у вас будет фармиться, в начале контента будет фармиться хорошо, потому что, во-первых, ее будет много по квестам, которые вы будете делать, а также ее будет много сдаваться за подземелья, которые вы будете ходить. Ну, достаточно, чтобы ее апнуть. Вот так сказал, не так уж и много. Много это слишком преувеличено. Также, ребята, вам нужно сделать вот эти призывы, которые даются в обители вашего ковенанта. За каждый призыв вы получаете по 35 очков доблести, кроме того, что там еще тоже может быть прокнуть шмотка. Но она также зависит от уровня вашей известности, уровень этой шмотки. Все, отлично. С рейдой мы разобрались, рейды прошли, одели какой-то и левел уже достаточный, да, мы начинаем ходить ключи. В нормал, скорее всего, с нашим и левелом нас не возьмут. Потому что сейчас у пугов такие ограничения стоят, что-то нереальные. Чтобы пойти в тот же самый нормал, в рейд Shadowlands, да, замок Нафрия, обычный режим, ну, какой-нибудь и левел собирает 195, 200, 205, ребята. Для нормала, мне кажется, что это преувеличено. Когда у вас будет 190 левел, вам нужно будет идти уже в нормал и там одеваться. Сейчас мы идем такой небольшой рубеж, как 170-190 одеть, и сейчас я вам это все расскажу. Дальше, после того, как мы прошли первое подземелье обычное, без ключа, и мы уже ходили это в начале... Мы уже ходили, я рассказывал это в начале ролика, как сделать. Вы собираете нулевку, идете туда. У вас появляется вот такой вот ключ. Называется он эпохальный ключ, и его можно ставить в чашу. И за счет этого ключа, когда вы перетаскиваете его в чашу, уровень ключа, уровень подземелья становится сложнее, и там будет дается больше наград, мобы быстрее бьют и так далее. Куча аффиксов, отдельно рассказывать про это не буду. У вас будет второго левела ключ, и это довольно просто. Вы также собираете группу, заранее собранные группы, здесь пишите подземелье, собрать группы, читаете название ключа, в данный момент у меня туманный Тирна Скитта, значит мы здесь выбираем туманный Тирна Скитта, ставим здесь эпохальный плюс, пишем циферку 2 и минимальный уровень предметов, неважно, не пишите ничего. Все, нажимаем «Объявить о наборе» и ждем, пока кто-нибудь к вам подпишется. Сейчас мне скажут, что нахер никому не нужны эти ключи, никто туда не ходит. Хрен там. Я сегодня специально искал вторые ключи, чтобы попасть. Народу валом. 218 человек тебя просто пробустит пачками. Так что, если у вас есть уровень второй ключа, где-то до 10, то к вам будет подписываться очень много людей, даже одетых. Сейчас объясню почему. Сейчас с ключей, с 210-х, со вторых ключей падает столько же очков доблести, вот этой валюты, сколько из ключей 15-х. Поэтому люди, которые не фармят эту доблесть, они будут бустить вообще бесплатно и сколько хочешь. Поэтому и шмотки тебе отдадут, не переживай, просто нормально общайся. Ты, когда в ключе будете, спрашивайте у ребят после прохождения ключа, нужна ли им эта шмотка или нет. Если вам нужна она, то вам, скорее всего, отдадут, потому что люди будут заряжены, и они будут туда ходить. Таким образом, ты спокойно можешь поднять свой и левел, уровень ключа примерно до 9, до 10. Дальше, конечно, тебе уже будет тяжело, но, возможно, у тебя какой-то гир уже поднимется. И за счет того, что когда ты поднимешь свой уровень ключа, ты его можешь также сломать. Ты его ломаешь. Как это ломается, я сейчас покажу. Ладно, лететь я в инс не буду, я покажу это визуально, как это ломается. Ты заходишь в подземелье сам,
нажимаешь на этот ключ, вставляешь его в чашу, которая будет в подземелье, нажимаешь «Запустить ключ», а дальше ты просто выходишь из подземелья и нажимаешь кнопочку правой кнопкой по себе «Обновить все подземелья». Да, обновить все подземелья, все. И уровень тебя ключа понижается опять до второго же. Ну или до какого там нужно, когда на один просто он падает, меньше уровень. Таким образом, ты можешь проходить свой ключ сколько угодно раз. И у тебя каждый раз при том, когда у тебя будет... вы проходить его будете в таймер, ты его будешь постоянно менять. За счет этого у тебя будет разный шмот. Поднимай до того уровня ключа, до какого у тебя будут подписываться люди. И, соответственно, с этими людьми проходи этот ключ и возвращайся обратно, ломай. Если вдруг впадло и тебе нужен интересный какой-то ключ другой пройти, ты, допустим, знаешь, что в каком-то ключе в подземелье в той стороне тебе падает нужный тебе тринкет, да, вот, то ты хочешь именно сходить сюда, то ты открываешь также поиск подземелья, выбираешь это подземелье, та сторона, эпохальный режим, соответственно, эпохальный ключ. И выбираешь ключ, который тебе по силам. Это примерно там до пятого ключа. Все зависит от того, какой у тебя левел. Если у тебя левел 200+, то можешь спокойно найти там 7-й, 8-й ключи. Если левел 210+, то можешь спокойно найти уже даже 15-й ключи. Главное, это чтобы Рио было. О Рио мы сейчас тоже попозже немножко поговорим. Так как ты на этой неделе закрыл 9-й, 10-й ключ, тебе помогли его закрыть, то ты можешь с недельного сундука уже получить свою первую 220-ю шмотку. За 10-й ключ дается 220-я шмотка с недельного сундука, и это уже твоя первая 220-я шмотка будет. Дальше ты эту доблесть никуда не тратишь, которая у тебя копится, которой ты ходишь по ключам и просто закрываешь их. Тебе нужно закрывать ключи как минимум 13-14 уровня. С 13-14 уровня и выше, и 15 ключей будет даваться 207 и 210 шмотки. Когда ты дойдешь до этих ключей и сможешь их закрывать, сейчас я расскажу по поводу как раз Рио, чтобы в эти ключи попадать. Сейчас все зависит только от Рио. Тогда уже начинаем эти шмотки апать. Подходим к этому торговцу, которому я уже показывал насчет как раз ковенантских сетов. Выбираем шмотку, которую нужно апнуть. И, кстати, у тебя уже должно скопиться очень много этих очков доблести. И они каждую неделю будут увеличиваться. Единственное, что у них есть кап в 5000 сейчас. Ты нажимаешь кнопочку «Улучшить», и, соответственно, у тебя шмотка это улучшается с 200, допустим, я ее уже улучшил с 210 до 213. Таким образом, ты эту шмотку можешь апнуть до 220 и левела также. И единственное, что есть нюанс, что, во-первых, на каждую шмотку тратится по-разному очков доблести. Я уже табличку эту показывал, так что давайте еще раз покажу. Сайт Noob Club предоставил нам эту табличку прекрасную. Вот мы видим, что 250 очков доблести это на кольца, щиты, оружие левой руке и 1000 на любое двуручное оружие. Но единственное, что это на каждый ап. Допустим, чтобы пропать кольцо с 210 по 200, какой там есть, по 210 по 220, мне нужно пройти 3 уровня улучшения. Таким образом, у меня потратится 750 очков на каждый предмет. А чтобы апнуть пушку с 210 по 220, мне нужно будет потратить 3000 очков доблести. Так что тоже держи это в голове и запомни. Также вещи с недельного хранилища тоже можно улучшать за очки доблести. Ладно. В принципе, с очками доблести мы разобрались, с ключами мы разобрались, как доблесть разобрались. Давайте перейдем к тому, что же такое Рио и как его закрывать. Пока ты одеваешься, старайся ходить во все ключи, которые у тебя есть. Чем больше ты ключей закрыл, именно разных ключей в таймер, тем больше у тебя будет Рио. И у системы очков доблести тоже есть небольшое ограничение по поводу шмота. Единственное, что это если твой твинк, то проблем с этим не возникнет. А вот если это первый персонаж, то они могут возникнуть. У нас есть такая классная ачивка, называется она в подземельях «Мастер ключей». И вот она состоит из 4 разных ачивок. Это исследователь, ключник-завоеватель и, соответственно, мастер ключей. Вот ключник-исследователь — это закрыть все подземелья 5 уровня. В таймер обязательно. Мастер ключник-завоеватель — это закрыть все подземелья 10 уровня в таймер. И мастер ключей — это закрыть все подземелья 15 уровня в таймер. Вообще того, вот, во-первых, это ачивка, да и дастся вам за счет этого еще и тебе Рио апнется, когда ты будешь их закрывать. Если ты закрыл, допустим, все 5 в таймер, можешь переходить там на уровень выше. Скажем, 6 и 7 закрывать таймер. Когда закроешь все 6 и 7 в таймер, тебя будут брать 8 и 9 ключи. Когда закроешь 8 и 9 все в таймер, будет брать 10 ключи. И так дальше на повышение. Достаточно тебе закрыть все 15 ключи, и у тебя будет, во-первых, это ачивка, также дается там прикольный маунт, и также ты сможешь апать до 220 левела шмот весь.
Все, отлично, с ключами закончили. Поехали еще по двум типам контента поговорим. Я по ПВП пробегусь вскользь и дальше перейдем к рейдам. По ПВП, что здесь у нас? Это рейтинговые вкладки. У нас есть арена 2 на 2, арена 3 на 3 и поле боя, за которое неплохо, в принципе, капает. Мне больше всего понравилось поле боя. Я на мейном походил, там сделал себе какой-то маленький сер. Это рейтинг текущий, 1600, достаточно. Вот, на БГ, на поле боя очень хорошо фармится эта самая честь на рейтинговом поле боя, а также очень много дается очков завоевания. Это такая вот валюта, за которую тоже можно покупать отдельные предметы. С них их тоже можно улучшать, и такая же схема примерно работает как в доблести. Как тебе попасть на это БГ? Самому собирать, если ты никогда на нем не был, лучше не стоит, но попасть туда тоже можно. Заходим в ПВП, заранее собранной группы, рейтинговое поле боя, и здесь поиск группы. Выбираем, пишем 0 КР, пуш. Отлично, подписываемся роль. Состав группы у нас такой. Это 1 танк, 3 хила и 6 ДДшников. Это 10 человек. Можно и танком ходить, если ты, допустим, ты ДХ играешь, паладином, варом. Ну, в принципе, почти любые танки играют, кроме монаха, наверное, я на БГ не видел. Или играют тоже ДДшники, хилы на лоу рейтинге, или играют вообще все в классы. Ты проходишь их, у этого торговца ты можешь за очки доблести покупать себе сразу 200-й и левел. Сразу же, ты как только нафармился нужное очков доблести, купил нужные себе шмотки, допустим, недостающий себе гир. И также у этого чувака, если ты набрал определенный рейтинг, допустим, 1400 ты сделал, ты можешь эти предметы поднять до 207. Сделал 1600 рейтинга, поднять до 213. Сделал 1800 до 220. И максимальный левел дается за 200, если не ошибаюсь, рейтинга. И 220 левела их можно поднимать. Вот. И с недельного сундука, также с великого хранилища, тебя будет капать тоже шмот. По великому хранилищу поговорим уже позже. Дальше, как только ты поднял себе 190 левел, мы походили по всем ключам, допустим, походили в ПВП, поиграли. Возможно, даже сделали 200 левел. Но не на всех шмотках, а общий 200 левел. Вы можете спокойно идти соответственно, в рейд. Рейд довольно интересный, замок Нафрия, сложный, но при этом интересный. Также мы открываем заранее собранные группы, мы выбираем рейды, замок Нафрия. Замок Нафрия, обычный режим нам нужен. И, соответственно, подписываемся, смотрим, во-первых, если вы видите, что такое вот красненькое, значит, эти боссы уже убиты. Мы подписываемся куда... Мы подписываемся там, где не красненько, и собираемся, соответственно, говорим, что мы хотим пойти. Все, подписались... почитали описание, допустим, и идем в рейд. Единственное, что перед рейдом, ребят, обязательно почитайте тактики на боссов. Это очень важно. Хотя бы почитайте, посмотрите. В интернете полно гайдов на эту тему, чтобы вы хотя бы примерно представляли, что там на этом боссе будет происходить. Ну или на стримы приходите, мы там периодически проходим эти рейды, можете поспрашивать лично у меня. Вот. После того, как мы закрыли рейд, с рейд боссов у нас будет падать уже 200 левел с нормал рейда. Можно идти также сходить в героический режим, насколько сможете. Ластов вам никто, скорее всего, не убьет. Это все, конечно, можно сделать. Пройти с игранной пачкой, возможно, вас пробустят. Но, ребят, надеяться на это тоже не стоит, потому что рейд довольно специфический. Ну, в плане того, что довольно тяжело его проходить. И в героический режим с 210-м, я думаю, тоже же можно попасть. Там уже 213-й левел будет падать, и с ластов будет 220-й. Но большие надежды на ластов тоже не стоят. Также, ребята, если вдруг кто не в курсе, в игре существует куча бустинга. Эти самые рейды можно купить за голду прям в игре в пределах 500 тысяч. Я думаю, сейчас рейд стоит с фулл проносом и с полной передачей шмота. Но, еще раз, у нас ролик не про бустинг, а про быстрое одевание. Но я могу сказать сразу, что таким образом вы сэкономите себе кучу времени, если вы вдруг это сделаете. В принципе, ребята, на этом все у меня. Я надеюсь, что вы сможете по этому видео понять что-нибудь и как одеться. Если вам интересует какая-то еще информация, то обязательно задавайте вопросы в комментариях. Я постараюсь на них ответить. Ну а с вами был Летеха. Пока-пока и увидимся на просторах Азерота. Бай.